Было без 10:07 вечера в ресторане «Железный лотос», тихом, дорогом месте в центре Лос-Анджелеса. Мягкий свет ламп, приглушенный джаз, зеркала в золоченых рамах. За угловым столиком, словно вне всего этого блеска, сидел Стивен Сигал. Темная рубашка, кожаная куртка, чашка зеленого чая. Он ел суши, неторопливо, спокойно, так, как живут люди, уверенные в себе. Идиллия прервалась, когда в зал ворвался громкий смех. «Да тут скука смертная!» — разнесся голос. Это был Чет Роллинс, массивный тип с самодовольной улыбкой. Рядом трое таких же: золотые часы, дешевые шутки и уверенность, рожденная безнаказанностью. Официант подошел. «Что подать, господа?» «Бурбон, безо льда. И скажи повару, чтоб мой стейк шевелился», — громко рассмеялся Чет. Смех эхом отразился от стен, и вдруг его взгляд упал на Сигала. «Эй, ребята, это же тот самый Стивен Сигал. Серьезно, еще жив?» — усмехнулся он. «Да ну», — ответил один из приятелей. «В жизни он меньше. И старше», — добавил Чет. «Что он вообще делает в нормальном месте?» Сигал не поднял головы. Он просто ел. «Сейчас я с ним поболтаю», — сказал Чет и поднялся, не слушая возражений друзей. Когда он подошел, зал стих. Даже пианист замер над клавишами. «Эй, Стивен Сигал, да?» — сказал Чет с наглой улыбкой. «Я твои фильмы смотрел. Раньше ты был крут». «Был?» — тихо произнес Сигал, не поднимая глаз. «Ну, ты все еще дерешься. Или теперь только медитация и травяной чай?» — фыркнул Роллинс. Ответ последовал холодно и спокойно. «Вернись к своему столу. Расслабься, старик, я просто спрашиваю». Громко засмеялся Чет. «Они работают», — тихо сказал Сигал, «но я не применяю их на детях». Смех за соседними столами оборвался. Лицо Чеда потемнело. Он шагнул ближе, резко, с вызовом. «Повтори». Сигал не шелохнулся. «Ты все услышал». Щелкнув зубами, Чет ударил его. Гулкий звук пронзил зал. Все замерли. Даже воздух, казалось, застыл. Сигал лишь моргнул, промокнул уголок губ салфеткой и встал. Он не выглядел высоким, но когда поднялся, пространство будто сжалось вокруг него. «Тебе не стоило этого делать», — сказал он тихо. Чет нервно засмеялся. «Я пошутил, ладно? Все нормально». Но было уже поздно. Сигал сделал шаг, и в следующую секунду Чет уже лежал лицом вниз, со скрученным запястьем, не понимая, что произошло. Движение заняло не больше 2 секунд. «Уважение — это равновесие», — произнес Сигал спокойно. «Потеряешь одно, земля научит остальному». Он отпустил его и сел обратно. В зале тишина. Потом кто-то начал аплодировать. За ним весь ресторан. Сигал лишь кивнул и продолжил есть суши. «Спасибо», — тихо сказал официант, ставя новую тарелку. «Не за что», — ответил Стивен. «Все в порядке». На улице, под холодным светом фонарей, Чет Роллинс шел по тротуару, держась за руку. В ушах все еще звенела тишина того удара. Он понял то, что поняли все в ресторане. Стивену Сигалу не нужно было драться, чтобы победить.